для меня вообще непонятно. Такое создается впечатление, что люди, которые сейчас находятся у власти, они не граждане нашей страны. У них какой угодно паспорт в кармане, только не паспорт гражданина Украины. Потому что человек не может так относиться к своей стране и при этом называть себя патриотом своего собственного отечества. Вы посмотрите на патриотизм, который в других странах, европейских странах. Те, кто любит свою родину, делают все, чтобы она экономически развивалась. Они вкладывают каждую копейку в то, чтобы процветали фабрики и заводы, чтобы люди не лишались работы. Наоборот, делают медицину бесплатно. Вы представьте себе, сейчас в Швеции, капиталистическая страна, парламент принял решение с 2020 года в общественном транспорте для всех без исключения граждан будет проезд бесплатный. А в нашей стране медицина, которая долгие годы по Конституции, по статье Конституции, должна быть бесплатной, и сейчас, благодаря горе-реформатору из Канады, госпоже Супрун, превратилась просто в разграбление простого человека. Единственное, что сейчас нам может сделать скорая медицинская помощь, это померить давление и температуру. А ведь я еще работал в свое время на скорой помощи, когда у нас были средства и возможности, когда у нас были полный спектр медикаментов, и мы могли выехать и оказать первую медицинскую помощь. Когда человек привозился в больницу, и ему оказывали бесплатно медицинскую помощь, и никому не нужно было платить. Сейчас большая часть специалистов, медиков была вынуждена покинуть нашу страну. И так в любой сфере деятельности. Куда ни ткнись, люди вынуждены искать себе работу на стороне, потому что власть, которая называет себя патриотической и заботится о нас, делает все, чтобы мы не жили, а выживали в этой стране. Самые лучшие педагоги уезжают, самые лучшие врачи покидают нашу страну, инженеры, гордость нашей страны. Южно-машиностроительный завод оказался практически без специалистов, которые бы могли построить ракеты, которыми славилась наша страна. И так можно говорить до бесконечности. К сожалению, храм это не место, где мы должны о таких вещах рассуждать. Но я это говорю для того, чтобы каждый из вас задумался, до какой черты мы с вами дожили. Дальше уже тянуть некуда. Нужно брать ответственность на себя и принимать решения. Если мы хотим перемен к лучшему, тогда нужно принимать радикальные решения. Отказаться от всего прежнего и старого и выбирать тех людей, которые действительно зарекомендовали себя с самой положительной стороны.